Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу мой рецепт рулетов. Рулеты у нас будут с маковой начинкой и с ореховой. Этот рецепт у меня очень давно, он у меня еще от бабушки, и я его никогда не изменяю, потому что он всегда получается. Тесто несложное, его не нужно будет замешивать 2 часа, оно получается у всех, и оно очень-очень быстрое в приготовлении. Попробуйте его приготовить, мне кажется, у всех получится, мне даже не кажется, а я уверена, что у всех получится, если вы будете делать точно по моему рецепту. Еще, мои дорогие, очень многие пишут в комментариях, что им мешают субтитры, когда играет видео. Поэтому, как только начинает играть видео, прикоснитесь пальчиком к экрану. Тут же в правом углу появится 2 квадратика. Нажмите на квадратик белый с 2 буквами «С», и субтитры исчезнут, и ничего вам мешать не будет. Ну что, мои дорогие, пойдем готовить? Сегодня мы начинаем приготовление с опары. Для опары берем 2 столовые ложки сахара, 150 грамм муки. Муки в общей сложности в тесто уходит 900 грамм. 150 грамм в опару. И добавляю 20 грамм сухих дрожжей. Перемешиваю хорошенько. Можете прекрасно сухие дрожжи заменить свежими. Но я люблю работать с сухими дрожжами, они меня никогда не подводят. Добавляю молоко, теплое молоко, 500 мл. Но не кипяток. Молоко должно быть теплое, приблизительно 35-40 градусов. Перемешиваем хорошенько. Нужно будет все это перемешать хорошенько и оставить в стороне. Крышечкой я не накрываю. Для теста нам нужно будет взять 5 яиц. Разбиваем яйца в емкость, в посуду, где будем замешивать тесто. От 5 яиц нам нужно будет взять 4 целых яйца, а с 5-го яйца мы берем только желток. Белок нам понадобится потом. Перемешиваем яйца с сахаром, 250 грамм сахара. В это тесто сахара идет меньше, чем на куличи, потому что, в принципе, начинка идет у нас сладкая. Опара подошла, посмотрите, какая хорошая шапочка уже у нас поднялась. И добавляем дрожжи к яйцам. Перемешиваю хорошенько. Как я вам уже сказала, муки идет 900 грамм. Здесь ванилин или ванильный сахар. И от 900 грамм мы 150 уже положили в опару. Поэтому здесь у меня 750 грамм муки. Муку сразу не добавляйте всю. Муку добавляйте постепенно. Тесто у нас не должно быть крутое. Если вдруг у вас ушло меньше муки, но тесто по консистенции стало точно такое же, как у меня, останавливайтесь, не добавляйте больше муки. Не нужно тесто забивать мукой. Самое главное, добавляйте муку постепенно. У меня уходит ровно 900 грамм. Здесь у меня растопленное сливочное масло, 150 грамм. Масло тоже должно быть тепленькое, но не горячее, но теплое. И начинаем постепенно масло вливать в тесто и вмешивать масло в тесто. Я не вымешиваю потом тесто на столе. Все это я делаю в посуде, где начала взбивать яйца. Таким образом, все масло у нас уже впиталось. И видите, какое по консистенции тесто получается? Оно не крутое, ну и не жидкое. Все, мы все собираем, все, мы ничего не вымешиваем. Тесто уже готово. Посуду смазываю подсолнечным маслом. Емкость у меня немножко побольше. Перекладываю тесто туда.
Тесто должно быть маслянистое и теплое, тогда оно обязательно у вас поднимется хорошо. Накрываю крышечкой и оставляю на кухне. В любом теплом месте. Пока подходит тесто, займемся начинкой. Здесь у меня 250 грамм сухого пищевого мака. Мак я уже пропустила через кофемолку, измельчила в кофемолке. Сейчас заливаю его кипятком, 500 мл кипятка. И оставляю в сторону ровно на 20 минут, пока эта водичка полностью не остынет. Прошло 20 минут. Сейчас нужно будет процедить мак. Здесь у меня хлопчатобумажное полотенце. Переливаем весь мак с водой. Здесь, конечно, нужно будет помогать ложкой, чтобы эта водичка вся ушла. Если у вас мак грязный, то вам, наверное, понадобится больше раз его промыть. Мне хватает. Я добавляю вот эту всю воду постепенно. И вы увидите, что вода у меня белая, как молоко. После этого я мак не пробиваю ни в блендере и не пропускаю через мясорубку. Я его в самом начале измельчила в кофемолке. Мне так легче, чем потом пропускать мокрый мак через мясорубку. И вообще, мои дорогие, мне кажется, сейчас везде продают готовую маковую начинку. Это самый легкий вариант, чтобы не заморачиваться. Покупайте и делайте с готовой начинкой. Ну а если у вас есть сухой мак, то делайте таким образом, как я. Это самый легкий вариант приготовления дома маковой начинки. Видите, здесь уже у нас молоко. Белое. Мак уже побелел полностью, распарился очень хорошо. Отжимаем хорошенько. Можно все это сделать в любом хлопчатобумажном мешочке. Вот такой мак получается у меня. На любой подносик стелим чистое полотенце хлопчатобумажное и пересыпаем мак. Распределяю равномерно, чтобы он хорошенько подсох. Начинка у нас должна быть сухая, чтобы ничего не потекло. Оставляем буквально на 10 минут. Через 10 минут открываю полотенце. Мак уже почти полностью высох. Видите? Все, мне кажется, этот вариант намного легче, чем его замачивать, потом пропускать через мясорубку. В этом случае мы пачкаем только одно полотенце, 2 полотенца. Добавляю сахар 200 грамм и перемешиваю хорошенько. Сюда, конечно, можете добавить и изюм, и нарезанный чернослив, но мне больше нравится вот именно чистая такая маковая начинка. И еще у нас будут рулеты с орехами. Для рулетов с орехами здесь у меня 250 грамм грецких орехов и 150 грамм сахара. Сюда можете добавлять специи, какие любите. Можете добавить кардамон, можете добавить корицу. Я ничего не добавляю. Как я вам уже сказала, у меня сегодня будут рулеты с маком и с орехами. Видите, начинка маковая с сахаром абсолютно не дала воду. Тесто полностью подошло за 1,5 часа. Самое главное, держите его в теплом месте. Или около батареи, или где-нибудь, где у вас очень-очень тепло. Переносим тесто на рабочую поверхность. Видите, оно у нас мягкое, но к рукам абсолютно не липнет. С ним очень легко работать. Делаем колбаску и нарезаем эту колбаску на 6 частей. Сегодня я буду делать 6 рулетов. У нас не будут сегодня большие рулеты, у нас будут среднего размера рулетики. Из этого теста можете сделать 4 больших рулета. Я больше люблю такого размера.
Собираем каждый рулетик вот в такой шарик и накрываем полотенцем. Оставляем буквально на 10 минут. Теперь нужно будет раскатать каждый шарик приблизительно где-то 20 на 30 размером сделаем. Смотрите, сколько раз вы трогаете дрожжевое тесто, собрали его в шарик, раскатали его, оставляете его буквально на 2-3 минутки, хотя бы, чтобы оно полежало. Смазываю любым соком от варенья, какой у вас есть. И приблизительно 1/3 от начинки насыпаем сверху на тесто и распределяем равномерно. Заворачиваем рулетиком. Хорошенько защипляем все краюшки, соединяем. И вот такой рулетик у нас получается. Перекладываем на противень, который застеленный у меня уже пергаментом. Точно таким же образом сделала остальные 2 рулетика. И теперь займемся рулетами с маковой начинкой. Абсолютно одинаково раскатываем 20 на 30 размером. И приблизительно 1/3 маковой начинки равномерно распределяем. И сворачиваем рулетом. Защипляем очень хорошо, чтобы ничего у нас не вытекло. Вот такие 6 рулетов у нас получились. Оставляем буквально на 20 минут. Здесь у меня один белок, который мы оставили. Я его хорошенько взбиваю вилочкой. Ничего не добавляю, никакое молоко. И смазываю рулеты. Если у вас рулеты не получается выпечь одним разом, то можете прекрасно разделить на 2 раза. Выпекать по 3 рулетика. Отправляю выпекаться в разогретую очень хорошо духовку на 180 градусов, вверх-вниз, на режиме вверх-вниз. И будем мы выпекать рулеты приблизительно 25-30 минут. Как только рулеты подрумянятся, они уже готовы. И вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, мои дорогие. Попробуйте. Мне кажется, эта выпечка не может не понравиться. И получится она у всех. Рулеты очень мягкие и очень долго не черствеют. Ну что, мои дорогие, напишите мне, что обычно вы выпекаете на Пасху. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всех поздравляю с наступающей Пасхой. Желаю здоровья и всего-всего хорошего. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои видео, и нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Я надеюсь, что мы не потеряемся. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч.